Всем привет! Сегодня мы в лесу и собираем грибы, вешенки. Сейчас ноябрь, были дожди, поэтому грибы успели подрасти. Мы с собой взяли вот такую пилу с выдвижной ножкой, для того, чтобы доставать грибы, которые растут высоко. Здесь в лесу тихо, спокойно. Мы сегодня с Артемом, сыном, и он уже нашел вешенки на корне дерева. Вот здесь такой интересный старый тополь. Здесь вешенки внизу растут. Он их обрезает очень осторожно под самую ножку. Трошки их что-то здесь погрызло, наверное, были белки или мышки, но от этого грибы хуже не стали. Также здесь вверху есть. Видно, что грибы по всему дереву растут. Вот такая получилась хорошая партия грибов. Где-то в лесу дятел стучит. У нас уже почти килограмм 6 есть грибов. В сумочку лезет или нет? Нет. Для больших грибов у нас есть рюкзак, в котором пакет. В лесу тихо, грибов сейчас не очень много, потому что много грибников в лесу прошло. Здесь хороший бурелом. Вдали слышно взрывы снарядов. А мы собираем грибы. Пойдем дальше посмотрим, что здесь еще есть в лесу. Вот здесь видны поваленные деревья. Есть обрезанные вешенки. Потому что рядом дорога. Здесь очень много людей ходит. И вот мы нашли одно деревцо. На нем вверху очень много вешенок. Видно, что дерево просто ими услано. Мы возьмем сейчас маленький шпатель на удочке и будем их потихонечку обрезать. Потому что пилой сильно грубо они порвутся. Начнем снизу. Грибочки очень красивые, небольшие, но они тоже очень вкусные. Растут на высоту до 5 метров, поэтому без палки мы бы их не достали. То же самое здесь рядом от дерева с грибами на самой макушке. Но там метров 10 мы туда точно не достанем. Вдали слышны взрывы. Идет бой. Где-то в 5 километрах от нас, наверное. Но грибы растут, как и росли. Очень симпатичные грибочки падают. Вот такого размера. Очень ароматные, свежие. С них получится очень хороший суп. По итогу мы с этого дерева собрали около килограмма вешенок. Конечно, не очень большие, но уже приятно. С них получается очень вкусный суп наваристый. Вот еще маленький можно отрезать. Они упругие, вкусные. Ну, вот так мы дерево почистили. Но еще того не подрастут, потому что мы обрезаем эти грибы строго под корешок, под крону дерева. Будем искать дальше, что же там есть впереди, в том буреломе. Вот мы уже насобирали около, наверное, 10 килограмм грибов. Они здесь разные, и большие, и маленькие есть. Сейчас, наверное, пойдем еще в машину, выгрузим их и пойдем искать дальше. Для навигации мы используем программу «Я иду домой». Она очень удобная в навигации по лесу.
даже если нет интернета, а только спутниковая координация GPS. Вот мы пришли к дороге. И вдоль дороги есть такое большое дерево тополя. Оно очень высокое, на нем уже много было грибов, их пообрезали, но мы сейчас пытаемся обрезать самую верхнюю точку, грибницу. Она растет на высоте метров 6 или 7. Часть мы уже обрезали. Вот у нас сколько грибов нападало. Важно ничего теперь не прозевать, то, что мы обрезали, чтобы оно не сгнило на земле. Начну обрезать. Вот мы подошли к бывшему руслу Днепра. Здесь был приток. И вверху нашли вот такую большую грибницу вешенок. Они растут на высоте около 10 метров. Сейчас попробуем достать с помощью наших палок. Мы их вместе связываем с помощью скотча. Попробуем их срезать. Вот мы нарастили еще одну палку, потому что до верха мы не достаем. Пробуем 3 палками достать до самого верхнего грибного места. Вот такая грибница. Попробуем ее срезать. Теперь посмотрим, что у нас здесь попадало с дерева. Вот одна грибница. Небольшие кусочки. Мы ее сложим и положим в пакет. Собираем все кусочки, потому что они тоже вкусные. Под коленом тоже есть, под правым. Вот еще небольшой кусочек. Потом вот еще у нас грибница одна. Тоже довольно неплохая, где-то на килограмм. Собираем небольшие кусочки. Да нет, падения отпадают. Рассыпается гриб при падении с высокой точки. И вот там еще у нас где-то еще что-то упало. Вот тут кусочек, вот один гриб. Здесь вот в траве. Здесь. Больше нужно внимательно посмотреть в траве, чтобы мы ничего не упустили из того, что срезано. Ну вот уже с этого дерева получился почти около 2 килограмм, наверное, нашего урожая. Значит, палки себя оправдывают. Мы срезаем те грибы, которые не могут достать остальные грибники. Вот такой вот грибная рыбалка. Еще немножко в лес. И здесь я вижу супер дерево грибное. Они, конечно, все растут высоко. Будем пытаться сейчас достать. Вон видно, что оно все до верха облеплено вешенками. Кто-то внизу уже обрезал их. А где не достал, мы будем пытаться достать. Это супер дерево. Если такое дерево обрезать, то уже можно их не унести домой. Вот оно все как плотненько обросло вешенками. Сплошным ковром по всему кругу. Это дерево непростое. Видал? Здесь кто-то пытался достать, но не срезал все, потому что не хватило длины палки. Ну, мы будем стараться по максимуму обрезать. Может быть, грибы очень ароматные. У нас будет хороший урожай сегодня вешенок. Будем обрезать максимально высоко. Пока взрывы затихли, тишина, как будто бы мир. Начнем снизу максимально. Дерево неровное, поэтому тяжелее отрезать.
Вот мы немножко походили. Здесь вот такой бурелом. И здесь есть как раз возле этого нашего гигантского дерева еще одно дерево. И здесь рядышком прям растет вот грибница. Одна на расстоянии 2 метров от земли, вторая на расстоянии 5 метров. Мы ее тоже сейчас будем обрезать. Нижнюю можно срезать даже ножом, никуда не прыгая. А верхнюю мы будем обрезать уже с помощью палки. Вот упала такая шикарная грибница, вешанок. Тоже, наверное, килограмма под 1,5-2. И очень пахнет. Конечно, они храниться будут недолго в таком состоянии, поэтому мы максимально быстро их дома помоем и сложим в морозильную камеру на хранение, что не будем готовить сейчас. Довольно симпатичные грибочки. Срезал почти под корень. Здесь по бокам еще есть маленькие, мы их сейчас подрежем тоже шпателем. Слаживаем в пакет эти грибы. И вот эту тоже она рассыпалась. Грибница, она была весила около 2 килограмм, пока не разбилась. И теперь мы маленькие эти пообрезаем тоже шпателем. Здесь уже невысоко. А потом дальше переберемся. Чтобы достать до невысоких грибниц, я возьму нож, палку и с помощью скотча привяжу его. Чтобы осторожно, аккуратно все обрезать. Обрезаем. И начнем обрезать. Вот я ее поймал. Она даже не успела разбиться. Очень ароматные грибы. Здесь уже около килограмма грибов. Значит, пицца сегодня будет обеспечена. Положим пакет. Пакет уже у нас не вмещается все наше хозяйство. Сегодня у нас проблема со свободным местом. Сумки и рюкзаки. И то же самое там еще есть у нас. Один грибочек мы сейчас его обрежем с другой стороны. Снимаем. Вот один здесь. Он очень не такой большой, но тоже довольно симпатичный. Обрежем осторожно. Не получилось неосторожно. А теперь этот обрежем. Шпателем все-таки намного аккуратнее получается обрезка. Все, падал в кусты сейчас. Я с кустов достану эти грибы. И сложим их на место. Снимай, пока не выключай. Людям нравится, когда мы снимаем весь процесс даже без музыки. Сказать, что музыка в этом деле лишняя. Лишняя, будем снимать живую, как происходит процесс сбора грибов. Слаживаем пакетик. Одну кучу грибов, которая у нас была, вторую небольшую.
Вот здесь в итоге получилось около 3 килограмм с одного дерева. Есть какое-то дерево, какой-то еще грибок растет под деревом. Очень интересный такой. Это зонтик. Он пахнет тоже неплохо, но мы такие не собираем, поэтому пусть белки едят и зайчики с мышками. Ну что, пойдем дальше. Это дерево суперное обрезать, потому что не хватает длины палки. Это очень интересное занятие. Мы насобирали вот уже полный рюкзак грибов, пакет, еще сумку, одну сумку, вторую. Нам теперь это надо сюда нести будет до машины, потому что это, наверное, килограмм 30 грибов. Не очень они легкие, потому что они водянистые, насыщенные своими соками. Конечно, много битых, потому что мы срывали сверху, срезали. Большая высота, и они при этом бьются. А лестницу с собой носить не будем, чтобы их срывать аккуратно. Много осталось, конечно, еще не срезанных. Я думаю, что в округе вот от этого дерева будет очень много. Затем мицелия летать по всему лесу, и грибы в этом лесу не переведутся. Вешенки будут вокруг этого места по всему периметру. Поэтому мы сюда придем в следующем году. Вот мы вышли к реке. Это бывшая протока Лывковые ямы. Спокойно сидят рыбаки, вода чистая. Видно, что рыба в них особо не ловится. На той стороне очень много грибов было когда-то. Сейчас, наверное, тоже, но туда ходить пока нельзя. Много грибников в лесу. Пойдем туда. Вот видно дерево поломанное. На нем есть грибы вверху. И мы пытаемся их срезать. Здесь также рядышком от дерева есть. Но там очень высоко грибы. А здесь на кроне есть небольшие вешенки. Они еще подрастут. Мы нашли немножечко опят зимних. Вот они. Не имеют зеленый срез. И их можно есть. Здесь много деревянных грибов, которые есть нельзя. И вот в этом месте порылся кабан. Значит, здесь есть кабаны, которые тоже любят грибочки. И съедают их под корнем. Их там очень мало. А вот эти вот мелкие почему-то не хотят. Значит, они не очень съедобные. И запах у них не грибной. Но их много. Очень хороший грибной лес. Вдали ходят грибники. И мы вот здесь нашли на дереве очень высоко. Очень много вешенок. Целая куча. Сейчас мы попробуем сделать удлинитель и достать их. Если получится, то это будет хороший урожай. Удочка. Может пока вырубать. Вот такое количество грибов у нас нападало. Очень мясистые, большие. Конечно, разбились, высота. Но они очень вкусные и ароматные.
Собираем мелкие кусочки. Остался небольшой участок еще обрезать наверху. Вот у нас сколько нападало. Они очень хорошо пахнут. Жаль только, что бьются. Такие мясистые, ароматные грибы. Но эти грибы очень ароматные и не гниют, потому что у них есть природный антисептик. Их не едят жуки. Никакие они, если поранены, то они заживают и дальше растут. Но мы будем делать с них пиццу, поэтому они будут измельченные, и качество продукта от этого не пострадает. Все, вырубай. Вот наш сбор грибов закончился, и покажем, что мы насобирали. Уже вечер. Сумка на 10 килограмм. Внизу еще пакет 6 и полный рюкзак, учитывая темного набора вещей. Все уже уезжают. И еще полный рюкзачок, который тоже радует своим весом. Я думаю, килограмм 50 мы, наверное, сегодня насобирали. Это полный рюкзак с грибами. Вот такое количество грибов мы насобирали. Полный рюкзак, ведерко, большая посудина. И это все пакеты с грибами тоже. Это все с грибами. Почти не полная, а собранное все полное. Если бы не пакеты, мы бы уже их домой бы не донесли. Вот такое у нас грибное царство. Вы посмотрели видео о том, как собирать грибы-вешенки с помощью таких нехитрых приспособлений для доставания грибов с высоты. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!